Коллеги, всем добрый день. Рад приветствовать сегодня на нашей встрече. У нас сегодня воскресенье, и сегодня у нас с вами последний день весны. Завтра начинается лето, поэтому у нас у всех, наверное, приподнятое, теплое, а может быть и жаркое настроение. Давайте по традиции быстро проверим связь. Я вижу, уже авансом пошли десятки. Да, спасибо за приветствие, Григорий Михайлович, да, пишет Мирошниченко. Приветствую вас. Так, десятки, плюсы по связи. Окей, хорошо. Так, вот Марина написала: добрый день, первый экзамен завтра у внука. Марина Тихонова, желаем успешной сдачи экзаменов и э, большого пути во взрослую жизнь. Так, хорошо, хорошо. Вижу приветствия из Австралии, из Малайзии. Ну и есть у нас география сегодня, ну, наверное, стран 20 плюс точно присутствует. Здорово, здорово. Хорошо, друзья. Сегодня у нас с вами встреча в формате вопросов и ответов. Мы ее разделим на две части. Вначале я с вами поработаю в формате вопросов, которые вы заранее подготовили. У нас был опрос в нашем лидерском комьюнити, в нашем лидерском чате, который есть на нашей платформе. Ну и, соответственно, тот информационный посыл и те вопросы, которые там заданы, они очень хорошо отражают ту смысловую нагрузку тех вопросов, которые есть, в принципе, у большинства клиентов платформы Micron Global, ну и также у инвесторов технологию UST. Поэтому, друзья, давайте тогда не будем откладывать. У нас сейчас 350 человек на таком формате участия. И, соответственно, вот э, мы с вами вот первую часть работаем. Я отвечаю на заранее подготовленные вопросы вами и делаем небольшой перерыв, чтобы наши инвесторы, наши переводчики немного передохнули. И потом формат живого микрофона, где вы сможете поднять руку, мы вам предоставим доступ к микрофону, вы сможете голосом задать, если хотите, можете и видео включить, было бы неплохо, чтобы мы видели, да, кто нам задает вопрос. И мы с вами вторую часть пообщаемся именно в таком формате. Хорошо? Всем подходит мое предложение? Окей. Ну что ж, тогда начинаем. Вопросы, которые ранее были озвучены, они касаются нескольких направлений. Первое из них – это финансы, дивиденды, IPO, но все по стандарту. Хотя мы эти все вопросы достаточно часто поднимали и уже неоднократно, на многие из них даже десятки раз лично я давал ответы. Но что ж, повторение – мать учения, поэтому в нашем случае мне не привыкать. Итак, сроки и условия IPO. Задается такой вопрос. Когда планируется выход компании на биржу, в том числе на такие площадки, как NASDAQ, будет ли при IPO одна наша доля приравнена к одной акции? Ну, давайте так, коллеги. Начну с последнего вопроса по этой теме. При конвертации долей в акции соотношение будет происходить одна доля равно одна акция. Совершенно верно. Так предусмотрено изначально в плане и в меморандуме инвестиционном группы компаний GTI. Что касается выхода на IPO, здесь важно понимать, что у компании, для того, чтобы компания вышла на публичный рынок, ей необходимо пройти не маленький ряд процедур, нелегкий путь с точки зрения того, чтобы показать капитализацию, доходную часть и все, что с этим связано. Поэтому, отвечая на вопрос, когда, нет у нас конкретного ответа, нет конкретной даты, либо конкретного года. Но есть у нас план, да, и цель, к которой стремимся, чтобы это произошло. Есть инвестиционный меморандум, который опубликован на сайте компании GTI. Я рекомендую с ним ознакомиться. И там есть информация об этапах развития компании. Этапах я имею в виду вообще, скажем так,
планах, да, в какой период, что компания планирует достичь до 2035 года. Поэтому рекомендую с этим документом ознакомиться и брать его за основу. Поэтому конкретно отвечая на этот вопрос, у нас нет даты, у нас нет конкретного года, потому что это очень трудоемкий и такой нелегкий процесс, как я уже сказал, и он связан с основным показателем капитализации. И вот чтобы компания выходила на IPO, ей необходимо иметь группа компаний GTI. Чтобы компания выходила на эту процедуру, необходимо иметь десятки реализованных проектов, что достаточно очень важно для того, чтобы была серьезная, хорошая капитализация. Либо проекты, которые находятся в работе. То есть там есть очень много таких нюансов. Но тут важно тоже заметить, я думаю, что об этом стоит еще раз напомнить, что для нас, инвесторов, в технологии UST это не является самой целью. Почему? Потому что мы доходную часть имеем возможность получать вне зависимости от того, когда компания выйдет на публичный рынок. Потому что группа компаний GTI в первую очередь зарабатывает на инжиниринге и на проектировании, и все, что с этим связано. И эту доходную часть компания может формировать ежегодно, благодаря тому, что сейчас у нее начинается этап коммерциализации, и в компанию сейчас уже приходят немалое количество заказчиков. И мы с вами знаем, что в этом году компания первое вознаграждение, поделиться первой прибылью, готова уже по итогам 25-26 года. И мы ожидаем, что в октябре, ноябре и декабре текущего года это событие состоится. Поэтому для нас важно понимать, что IPO это не э, та процедура, при которой мы можем ожидать доходную часть. Но в будущем, и к этому мы идем, важно понимать, что IPO, оно даст капитализацию. И вот тогда наши доли, которые сейчас мы имеем в собственности, они будут ликвидными. И тогда мы их сможем продать на внешнем рынке и продать уже за достаточно серьезные немаленькие деньги. Окей. Далее. Выплаты дивидендов, когда инвесторы получат первые дивиденды, за какой квартал, ну и так далее. Коллеги, я не знаю, почему такие вопросы вот звучали, ведь уже было несколько эфиров с автором технологии струнного транспорта, было несколько мною эфиров проведено на эту тему. И эти вопросы дублируются. И ну, немного даже они некорректно звучат, потому что на эти вопросы уже давно даны ответы. Ну, окей, давайте еще раз. Я уже, в принципе, в своем первом вопросе на этот в своем первом ответе на этот вопрос ответил. Речь идет о том, что мы получаем вознаграждение, это не дивиденды, вознаграждение за то, что мы являемся держателями долей. Да, это по факту знак благодарности группы компаний GTI, поскольку она сейчас выходит на свою первую прибыль, и эту прибыль, какая бы она ни была, она готова разделить со всеми инвесторами. И важно отметить, что в этой прибыли еще будет содержаться личная прибыль Анатолия Эдуардовича Юницкого, которую он направит в нашу с вами сторону, в сторону инвесторов, да, в знак благодарности. Потому что не стоит забывать, что Анатолий Эдуардович является основным инвестором технологии струнного транспорта и основным владельцем долей холдинговой компании. И он тоже, как и мы с вами, будет получать доходную и прибыльную часть. Но вот то, что он получит, он большую часть направит на выплату нам с вами. Далее. Когда появится возможность продать свои доли, чтобы вернуть вложенные средства и выйти из проекта? Вот как раз то, о чем я сказал, это будет возможно при выходе компании на публичный рынок, и тогда вы сможете продать свои доли, которые станут акциями на внешнем рынке. Но есть еще такой потенциальный вариант, когда группа компаний GTI выйдет на стабильные финансовые показатели, и я не исключаю, что может быть потом вариант такой, когда компания сможет выкупать у своих инвесторов доли, да, по определенной цене, по определенным дисконтам. Но это возможно только при формировании и наличии чистой прибыли, которую можно будет направить на эту процедуру.
Далее. Относится ли заявленная Анатолием Юницким доля прибыли в 25% ко всем проектам компании UST, uTerra, uSpace, Экодом и так далее? Планируется, относится ли заявленная Юницким доля прибыли? Коллеги, здесь первое. И вот сопутствующий вопрос, да, если да, планирует ли холдинг GTI выпустить официальное заявление по этому поводу? Тоже, коллеги, вопрос очень некорректный по причине того, что изначально мы все являемся совладельцами холдинговой компании GTI, которая имеет отношение только к направлению, связанным с транспортом. И ни экодома, ни биогумус, ни технология uSpace, ни... Что у нас тут еще написано? Да, uSpace, Экодома и uTerra. Это отдельные направления разработки Анатолия Юницкого, которые входят в группу компаний Юницкого. И это очень важно разделять. Есть группа компаний GTI, и есть группа компаний Юницкого. В группе компаний Юницкого она передала компания не помню правильно название сейчас, Unitsky, да, если не ошибаюсь, Unitsky Corporation, она передала права и доли по интеллектуальной собственности в группу компаний GTI, в холдинговую компанию. И группа компаний GTI, и у всех из вас есть именно эти договорные отношения, они имеют исключительно взаимодействие только с транспортной системой. Технология космическая по безракетному освоению космоса, uSpace, технология экодомов, технология биогумуса – это направление личное Юницкого Анатолия Эдуардовича, которые входят в группу компаний Юницкого, но не группу компаний GTI. Поэтому почему я сказал, что это некорректный вопрос? Потому что это базовые вещи, по факту, которые важно, чтобы доносились теми людьми, которые вас приглашают в проект и дают вам на эту тему информацию. Именно по этой причине, что вот такие вопросы звучат, и я никого в этом плане не виню, но просто констатирую факт. Из-за отсутствия правильного и корректного корпоративного обучения такие вопросы у нас и звучат. Поэтому в июне, вот я недавно анонсировал, что мы запустим первый поток обучения для всех партнеров и клиентов платформы Micron Global, чтобы у нас у всех были эти базовые понимания того, где мы находимся, куда мы инвестировали, что входит в нашу собственность и все, что с этим связано. Окей. Хорошо. Так, что у нас? Я просто... уже 600 человек. Так, окей. Двигаемся дальше. Вопросы, связанные с платформой Micron Global. Вопрос по синхронизации долей. Почему доли после прохождения верификации в Micron Global перенесены не все доли из платформы SWC и платформы RSW? Обязательно ли регистрироваться в Micron Global прямо сейчас, если доли еще не синхронизированы? В том числе SWIFT и ТНГ. Коллеги, первое. У вас не могут, не то что не могут, у вас могут отображаться в интерфейсе не все доли. Но когда вы заходите в личный кабинет и у вас там есть такая надпись «Заказать выписку из реестра», если у вас была произведена конвертация долей группы компаний GTI на сайте SWC, на сайте бывшей платформы, которая работала в то время Skyway Invest Group, SWIC. Если у вас конвертация была пройдена, то вам на электронную почту придут все ваши доли, которые вам принадлежат. То есть в интерфейсе они могут не отображаться, но на почту выписка из реестра холдинговой компании придет в полном объеме. У меня это точно так же. Я такой же инвестор, как и все мы. У меня приобретались доли через несколько платформ. И все мои доли, они отображены в реестре. И с кабинета Micron Global я заказываю выписку на свою электронную почту. И полностью все у меня корректно отображается. Далее. Зачем вообще нужна регистрация в Micron Global, если у инвесторов уже есть кабинеты в RSW, SWC? Можно ли просто объединить старые и новые аккаунты? Первое, коллеги.
объединить аккаунты нельзя, это юридически невозможно, потому что Micron Global — это отдельная маркетинговая компания, маркетинговая платформа, которая имеет другую форму взаимодействия с группой компаний GTI, и, соответственно, объединить без согласия и вообще, скажем так, принудительным путем объединить аккаунты конкретного физического лица, это является нарушением юридических норм, нормативно-правовых актов. Поэтому это юридически не то что некорректно, это невозможно. Поэтому у каждого инвестора в технологию струнного транспорта есть право либо регистрироваться на платформе, либо этого не делать. Важно понимать, что у каждого из вас есть выписка из реестра холдинговой компании. Платформа Micron Global, платформа любая другая предоставляла вам возможность стать совладельцем технологии UST, то есть получить свои доли и быть внесенными в реестр. Дальше у вас есть два пути. Да? Либо быть активным инвестором и партнером в данном направлении, либо просто иметь в качестве выписки из реестра свой актив долевого участия в холдинговой компании. И вы просто дальше ожидаете процессов, связанных с ее капитализацией. Но первое, что будет в ближайшее время происходить, есть еще в 2024 году Анатолий Эдуардович Юницкий говорил о том, что группа компаний GTI готовит финансово-юридический механизм для того, чтобы она была, чтобы была возможна выплата первых вознаграждений. Вот финансово-юридически, да, и технически этот механизм, он сейчас и является, этим механизмом является сама платформа Micron Global. Соответственно, у всех пассивных инвесторов, я имею в виду, что те, которые не принимают активного участия в маркетинговом продвижении, у вас, вот у такой категории инвесторов, есть право, да, чтобы воспользоваться выплатой вознаграждений, есть механизм, да, на который группа компаний GTI говорит, что данный механизм будет произведен через конкретную платформу. В нашем с вами случае в этом году этой платформой, которая подготовлена для этого, является платформа Micron Global. И, соответственно, чтобы этим воспользоваться, получить доступ к этой выплате, необходимо иметь аккаунт на этом сайте. Соответственно, на этом сайте, на сайте Micron Global, вы проходите процедуру подтверждения личности, верификацию. На этом сайте у вас происходит полная синхронизация ваших предыдущих долей. И таким образом вы имеете возможность не пропустить вот первый этап выплаты. Если человек не регистрируется и так далее, то это не значит, что его обделили, его начисления будут также доступны до востребования, да, до момента, когда он этим воспользуется. Поэтому я думаю, что в этом плане я ответил на этот вопрос, но здесь очень, ну ладно, это дальше я... Да, это я потом скажу. Просто есть там смежный вопрос, но это будет он немного ниже. Далее. Почему инвесторам из России и ряда других стран недоступна регистрация на платформе Micron Global, когда США и Великобритания смогут полноценно подключиться к программе? Что касается ограничений, есть определенные международные требования к таким платформам, как наша, которым должна соответствовать вот наша платформа в конкретной стране. Сейчас на территории стран, которые вы озвучили, мы не имеем юридических оснований вести свою деятельность. Поэтому для того, чтобы не давать никаких, давайте так, чтобы не нарушать в первую очередь определенные нормативно-правовые акты, для того, чтобы не подставлять инвесторов, да, и клиентов потенциальных нашей платформы на территории этих стран, мы сейчас свою работу не ведем. Но, как вы помните из предыдущих эфиров, я неоднократно говорил, что сейчас готовится, и мы работаем активно над финансово-юридическим процессом, который позволит в этих странах нам начать работу, а в некоторых возобновить свою деятельность. Поэтому в данный период времени мы находимся на паузе по юридическим причинам. Так.
Как заполнить профиль на платформе Micron Global, если система требует указать срок действия удостоверения личности? В некоторых странах, например, Индия, ЮАР, такие документы выдаются бессрочно. Вам необходимо написать в службу поддержки с этим вопросом, и вам наши сотрудники дадут в этом плане инструкцию, как это сделать, если вопрос касается вот такого технического характера. Далее. Что делать, если новый партнер зарегистрировался в Micron Global, но я не отображаюсь как его спонсор? Как упростить процедуру смены спонсора? В данном случае у нас на платформе действует такое внегласное правило, я бы сказал, когда с момента регистрации у вас есть возможность сменить своего спонсора вот по таким техническим причинам, либо вы не внимательно там ссылку заполнили, либо еще что-то. Это делается в индивидуальном порядке по обращению в службу поддержки. Поэтому упростить эту процедуру мы никак не сможем, только лишь в индивидуальном порядке через свой личный аккаунт нужно будет подать заявку, и ваш вопрос будет рассматриваться и будет принято решение. Далее. Что касается оплат. Когда будет восстановлена возможность оплаты пакетов картами Visa, Mastercard? Здесь сейчас работа в этом направлении продолжается, поэтому мы этого ожидаем. Это не потому, что мы не хотим. Мы проходим сейчас ряд процедур для того, чтобы это было возможно. Поэтому сейчас ожидаем. Так. Люди отказываются платить криптовалютой из-за сложностей и различных опасений. Но здесь, партнеры, я что могу сказать? Криптовалюта – это уже инструмент сегодняшнего дня, и не только сегодняшнего дня и года. Это активный инструмент, который абсолютно легально работает во многих странах и так далее и тому подобное. Поэтому этот инструмент осваивать нужно, и даже в тех странах, где сейчас к нему относятся еще с определенным подозрением, либо еще что-то, рано или поздно эти инструменты все равно будут работать. Поэтому есть альтернатива, есть возможность платить. Что касается карты и именно использовать как карту, у нас работает PayPal, и вы можете использовать это как альтернативу. Это большая международная платежная система, которая нам такой инструмент предоставляет. Таким инструментом для нас является. Поэтому, что касается карт, ожидаем. Если для вас это принципиально, и вы не можете другим способом оплачивать, то спокойненько используйте и осваивайте PayPal. Так, будут ли перенесены в Micron Global рассрочки из RSW? Смогут ли инвесторы продолжить оплачивать их с сохранением текущих дисконтов? Переноса в ближайшее время мы не планируем. Там осталось всего-то навсего полгода для того, чтобы все пакеты в RSW Systems были закрыты. Поэтому в этом нет смысла ни технического, ни финансового, ну, никакого от слова совсем. Вы помните, что данная программа, которая была внедрена, в начале этого года, она имела задачу создать такой финансовый фундамент и определенную подстраховку для финансирования на период, пока будет активизирована работа на платформе Micron Global. И эта программа очень успешно показала результаты. Мы имеем очень хорошую динамику и результаты за те месяцы. Это январь, февраль, март, апрель. Что касается конкретно сейчас отдельно платформы RSW Systems, я вот на этом хотел бы сделать акцент. Поэтому эта программа должна закончить свою работу там, где она и была начата. И не нужно нам сейчас самим же себе создавать какие-то потенциальные риски, связанные с техническими моментами, переносами и все, что вот может прямо или косвенно сыграть в негативную сторону. На платформе Micron Global доступны свои пакеты, свои дисконты, свои условия участия, поэтому, коллеги, мы в этом плане этого делать не будем. Так, далее. Можно ли перенести дату ежемесячного списания по рассрочке, например, на 7-8, чтобы синхронизировать ее с днем получения зарплаты? Окей, вопрос хороший. Можете написать свою заявку в службу поддержки, и либо в индивидуальном порядке, либо функционально мы сможем эту задачу решить. Далее.
Сколько дней дается на просрочку платежа по рассрочке без потери инвестиционных преимуществ? Ну, в целом, всегда у нас работала процедура, скажем так, термин в 30 дней, да, чтобы был доступ к возобновлению своих платежей. Лимиты и комиссии. Каковы лимиты на пополнение счета картой? Ну, карты сейчас у нас оплаты нет, то есть PayPal. Почему комиссия за ввод-вывод средств на платформе Micron Global такая высокая? Можно ли ее снизить до уровня RSW? Коллеги, мы не берем ни копейки, наша платформа не берет ни копейки с тех платежей, которые вы делаете, оплачивая ваши инвестиционные пакеты, группу компании GTI, мы используем платежный сервис. И этот платежный сервис берет эту комиссию. И у нас на сайте это прописано, что комиссию берет, это, ну, комиссия платежной системы. Это не наша комиссия. Мы не зарабатываем на этих транзакциях. Нам этого не нужно. Мы максимально со своей стороны делаем все для того, чтобы оптимизировать финансирование для группы компаний GTI. И дополнительно на этом не зарабатываем никакого дохода. Так, какую платежную систему использовать для оплаты рассрочек в Украине? Ну, в Украине вы можете использовать PayPal как раз, очень работающий инструмент в Украине. Предлагаем использовать систему Cryptadium для криптоплатежей, чтобы избежать ручного подтверждения кнопок и потери транзакций по истечении таймера. Так в том-то и дело, что Cryptadium как раз последнее время он дает сбой на платежах на платформе RSW Systems. Поэтому тут, скажем так, на платформе Micron Global у нас используется другая платежная система. А что касается а, неручного подтверждения или потери транзакции, тут очень важно, чтобы когда вы делаете оплату, вы выбирали правильную сеть, правильную валюту, и тогда у вас таких проблем не будет происходить. Так, хорошо. Далее, друзья, четвертый пункт. Идем вроде неплохо. 25 минут мы в эфире. Так, реализация проектов uTerra, США, Азия и РФ. Какой статус проекта uTerra? Когда начнутся выплаты дивидендов от производства в Эмиратах? Есть ли дорожная карта по поставкам гумуса в Европу и после Америки? Коллеги, ну давайте так, это вопрос не ко мне и не к нашей платформе Micron Global, поскольку в проект uTerra вы инвестировали через платформу SWC, и группа компаний GTI в этом процессе тоже не принимала участия. Это отдельное юридическое лицо, это отдельный бизнес-проект и бизнес-процесс. Что я могу прокомментировать от себя, понимая, да, как устроен этот процесс и механизм. Это мой личный комментарий, он не относится к разряду официальной информации. У вас есть взаимодействие с отдельным юрлицом, где учредителями являются руководители платформы SWC, и эти вопросы вам необходимо направить туда. Что касается в целом этого бренда и этого направления, то сейчас компания, которая находится в Объединенных Арабских Эмиратах, она сейчас достаточно активно ведет свою маркетинговую и дистрибьюторскую деятельность, постепенно расширяя свой рынок сбыта и заходит на новые рынки и новые страны. И также поэтапно проходит процедуру сертификации своей продукции для того, чтобы можно было работать, ну, как можно в большем количестве стран. Поэтому вопросы вот этого плана вы можете задать в компанию, где вы являетесь инвесторами, и там получить уже развернутый для себя ответ. Далее. На каком этапе находится строительство высокоскоростной ВСМ, да, высокоскоростного транспорта и хаба в США? Выкуплена ли земля у фермеров Колорадо? Что касается работы в Соединенных Штатах, там была смена SEO компании и, в принципе, команды, которая там занималась, для того, чтобы улучшить показатели. Эта процедура прошла не так давно, произошла точнее, соответственно, там сейчас в этом направлении ведется работа. Что касается земли, я в данный момент вам ответ на этот вопрос не смогу дать, но в ближайшее время у нас будет эфир с Анатолием Эдуардовичем, и этот вопрос я обязательно задам ему в эфире, и мы получим от него уже достоверную информацию, более развернутую, и узнаем ответ на этот вопрос. Так,
Далее, смена вектора развития, такой вот пункт. Отсутствие новостей о США и упоминание проекта во Вьетнаме означает смену приоритетов компании на Азию. Как это повлияет на акции американской компании, обещанные инвесторам? Э, Давайте так, коллеги. Что имеется в виду повлияет на акции американской компании, обещанные инвесторам? Инвесторам никакие акции не обещались, просто есть факт того, что группа компаний GTI находится в долевом участии в американской компании на 5%. Все, это факт. Нам ничего не обещали. У нас по факту есть там просто 5%. Вот. Отсутствие новостей о США означает ли смену приоритетов? Давайте так, коллеги. Приоритет группы компаний GTI – это вывод технологий на рынок. И компания у нас международная. Мы работаем абсолютно со всеми регионами мира. И Европа, и Восточная Европа, и Азия, Индия. Все континенты. Давайте так. Акции за участие в конференции, да, вот мне пишет наш переводчик. Ну, давайте, ну, то же самое, ну, окей. Что касается акций за участие в конференции, ну, а как это, что может повлиять? Если Юницкий Анатолий Эдуардович обещал, что эти инвесторы будут внесены в акционеры в американской компании, значит, так будет. Ну, я думаю, что за 12 лет, сколько мы работаем в краудинвестинге, работаем с Анатолием Эдуардовичем, он никогда свое слово от него не отказывался. И как только будет для этого готов сам механизм внесения, это произойдет. А что касается вот конкретно всей группы компаний GTI, то тут никаких изменений нет. Так вот, вернусь к ответу еще. Да? Группа компаний GTI, она не меняет приоритеты. Приоритет у нее остается тот же. Это капитализация и коммерциализация самой технологии для того, чтобы мы с вами, как инвесторы, были максимально довольны своими результатами в ближайшие годы. Что касается рынков, но давайте так, друзья, вот можно ли сказать, что когда проект в Непале стал на паузу из-за политических событий в этой стране, да, когда там произошел переворот, означает ли это, что приоритет компании сменился с Непала на какую-то другую страну? Ну, наверное, некорректно, правда же? То есть произошли определенные обстоятельства. Означает ли, что проект, например, в Дубае, который уже находится в работе как 8 лет, да, и вот он еще до сих пор не был там реализован и так далее, означает ли, что приоритет сменился? Ну, тоже нет. Компания работает над этим проектом, до сих пор находится в переговорном процессе. Компания за эти годы выиграла неоднократно в этом тендере, там было более конкурсе, точнее, там было более 20 компаний транспорта и так далее. Означает ли это, что приоритет сменился? Тоже нет. Поэтому здесь правильнее сказать, что компания просто она не меняет, а добавляет географию, да, своего присутствия и возможности выйти на рынок. И если говорить о ближайшей перспективе, то другие страны, регионы, они только будут появляться. Это могут быть регионы Латинской Америки, это могут быть регионы Африки, это может быть Азия, и я не исключаю, что может быть и проект во Вьетнаме, в том числе достаточно большой, амбициозный. Вот. Поэтому, коллеги, тут очень важно это понимать. Да, есть определенные у нас недоброжелатели там в каждой из стран, определенная критика, определенные грязные вещи могут писать в СМИ, либо, ну, то есть это имеет определенный заказной характер по тем или иным причинам. Но все равно компания движется, и мы-то знаем, что здесь правда на нашей стороне, и мы хотим действительно, чтобы технология UST была в каждой стране и в каждом городе. Поэтому приоритеты не меняются, они только лишь могут меняться инструменты, да, могут меняться способы достижения целей. Но приоритет, фокус внимания и вектор, он остается тот же. Единственное, что Анатолий Эдуардович, вот как я сказал, да, он может менять инструменты, либо улучшать их. Да. Например, вот в контексте наших с ним встреч он неоднократно говорил о корпорации инфраструктурного развития, да, которая может быть
создана в каждой, в принципе, стране. Слушайте, коллеги, у нас 808 человек, прям здорово. У нас такая стабильная цифра, такая же цифра была на прошлом эфире. Да, начинали мы с 250. Вот все-таки пауза в 10 минут в начале эфира всегда дает результат. А в этом сегодня мы начали раньше, и вот видите, было 250, а уже 800 плюс. Ну, здорово, круто. Тогда а, будем приучать нас всех начинать вовремя, хотя мы это уже неоднократно пробовали делать, но все-таки пауза в 10 минут работает лучше, чем начать вовремя. Так, немного отвлекся. Хорошо. На какой стадии находятся проекты в Индии? Планируется ли выход на рынок Юго-Восточной Азии? Есть ли перспективы коммерческих проектов в России, Казахстане и так далее? Коллеги, смотрите, давайте вот разделим зоны ответственности нашей платформы, группы компаний GTI и Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вот все, что касается коммерческих проектов, да, я могу знать больше информации на этот счет, чем, например, наши инвесторы, да, в силу того, что я на регулярной основе сотрудничаю и общаюсь, коммуницирую с менеджментом группы компаний GTI. Но мы, как платформа в этом направлении, мы не можем доносить информацию от себя, или даже я, например, зная какую-то информацию, которая может быть инсайдерской или еще что-то с этим связанное, да, я не могу ее говорить. И я за это несу и ответственность, и не несу в этом смысле ответственность, что я не влияю на эти процессы. Этим занимается исключительно группа компаний GTI, конкретно коммерческое подразделение компании UST, и оно у нас находится в разных странах мира, и в Эмиратах, и в Индонезии, и так далее, и так далее. Поэтому все, что касается коммерческих проектов, важно сейчас вот уяснить. Эту информацию мы не распространяем. Первое, информация, которой нет на официальных ресурсах от компании, от группы компаний GTI. Это первое. Второе, мы берем только ту информацию, которая находится на сайте группы компаний, либо с сайта новостного, либо с социальных сетей, например, видеодайджестов, которые выходят на YouTube-канале, и так далее. То есть все официальные ресурсы. Поэтому все, что касается коммерческих проектов, эти новости, эта информация выходит только на сайте группы компаний. И вот только это мы можем комментировать, ретранслировать и так далее. Поэтому ожидать о том, что я вам дам в этом смысле больше информации, чем компания, это некорректно, это неправильно и по факту этого никогда не было и не будет, коллеги. Поэтому важно с этим моментом смириться и для себя понимать, что только лишь официальная информация на ресурсах UST и GTI, она является э, той, которая приходит вовремя для нас с вами, чтобы мы об этом знали. И вот вопрос. Я не знаю, почему такие вопросы звучат. Вот у меня иногда складывается ощущение, что вопрос нужно задать, лишь бы задать. Но перед тем, как его задать, почему-то мы не смотрим новостную ленту ни нашей платформы, ни группы компаний GTI и UST. Вот вопрос, да, задают наши партнеры. Началось ли строительство струнного транспорта на территории санатория Беларусь и Сосны? Инвесторы просят предоставить фотографии. Правда? Предоставить фотографии? А видео мы не смотрели пару недель назад со строительной площадки, коллеги? Ну, правда, даже в какой-то степени, извините, может, кому-то это не понравится, но даже стыдно такие вопросы задавать. Компания предоставила полноценный видеоотчет со строительной площадки. Компания в новостях об этом говорила. Более того, еще вышел дайджест новостей, посвященный в том числе и этому процессу. Стройка идет полным ходом. А мы задаем вопрос, дайте нам фотографии. Коллеги, ну правда, стыдно такие вопросы задавать, извините за мою прямоту. Сейчас вот давайте зайдем я вам сейчас демонстрацию экрана хочу просто сделать, чтобы не было сомнений в том, о чем я говорю.
2 недели, да? Месяц назад вышел специальный выпуск санатория по санаторию Сосны. Так, коллеги, вот смотрите. Сайт, точнее, YouTube-канал Unitsky String да? Э, Здесь находится вся официальная видеоинформация о развитии группы компаний GTI, в частности, инжиниринговой компании UST. Вот месяц назад 68 тысяч просмотров было по данному репортажу. Спецвыпуск «Струнный транспорт в санатории Сосны». Месяц назад. Вот обратите внимание, где у нас здесь дата публикации. 22 апреля 2026 года. Сегодня последний день весны, 31 мая. Уже больше месяца назад развернутая информация была. Более того, дайджест, который вышел 11 дней назад. Здесь еще была дополнительная информация по проекту в Соснах. Сейчас, секундочку. Тут было выступление Евгения Олеговича Петрова. Так, был проект в Индонезии. Вот, пожалуйста. Вкладка линии струнного транспорта. Главный инженер проекта Жанна Николаева рассказывает о фундаментной плиты центра. Ну, то есть я хочу подчеркнуть, что эта информация была и достаточно в развернутом виде. Далее, вот вышел тоже очень интересный материал, стандартизация, сертификация струнного транспорта. Вот часто задают на эту тему вопросы. Пожалуйста, коллеги, 34 минуты развернутой информации по этому направлению. Пожалуйста, давайте изучать это и не задавать вопрос, который вот звучал только что в документе, да, который был подготовлен. Вот если мы посмотрим тоже на сайте, так, сейчас, секундочку. Так. Вот, здесь информация, вот сайт uSky Transport. Здесь информация о развитии рынка, который происходит на территории Азии, ну да, на восточном регионе. Сейчас, секундочку. Мгм. Вот. То есть я к тому, что добавьте для себя вот те сайты, которые вот я сейчас неоднократно вам показываю. Вот, здесь все, что касается работы нашего арабского отделения по коммерческой части, да, компании Discovery в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот здесь отдельно выходят тоже новости. То есть берете для себя в закладочке вот этот сайт. Далее, сайт Анатолия Эдуардовича Юницкого, где выходит дополнительно информация о работе Анатолия Эдуардовича во всех направлениях, которые связаны с его деятельностью. Далее, компания UST, да, вот наш основной источник информации. Вот заходим в раздел новости, вот лента новостей. Буквально 29 мая, да, позавчера, тоже вышла новость на эту тему, где Надежда Геннадьевна Косарева лично, как генеральный директор ЗАО «Струнные технологии», посетила строительную площадку. Да, и вот здесь она дала свой комментарий. Строительство транспортного комплекса в санатории Сосны имеет для нас большую важность. Этот проект демонстрирует переход от разработки к реальной эксплуатации нашего комплекса в рекреационной среде, где особенно высоки требования к безопасности и экологичности. Вот то, что мы в ближайшее время, вот сейчас вот эту фотографию я показываю, вот, вот эта фотка, мы увидим в реальности, как работает уже готовый коммерческий проект. И это не за горами, это будет уже очень-очень скоро. Судя по тому, как продвигается сам строительный процесс. Поэтому, коллеги, вот это все должно быть у нас, как у инвесторов технологии струнного транспорта, всегда не то, что под рукой, это наш с вами инструмент, рабочий инструмент. Из него же мы и черпаем официальную информацию. Поэтому, коллеги,
вот прежде чем такие вопросы задавать, нужно хотя бы пройтись по новостям и посмотреть, что все достаточно в большом объеме всегда транслируется и нам преподносится. Окей, хорошо. Перейдем к следующему этапу, вопрос, связанный с маркетингом, обучением на платформе Micron Global. Как именно личные инвестиции, сделанные на предыдущих платформах, учитываются в рангах и бонусах лидеров Micron Global? Как происходит этот взаимозачет? Для достижения статуса, который есть у нас по маркетинг-плану, есть определенные требования личных инвестиций. Если клиент платформы Micron Global, зарегистрировавшись на нашей платформе, дает подтверждение того, что он сделал те или иные инвестиции на предыдущих платформах, он не выполняет условие, в котором есть определенная сумма для достижения статуса по карьерной лестнице. Соответственно, это говорит о том, что вы получаете статус, не проинвестировав через нашу платформу, а проинвестировав ранее, вы имеете право на получение этого статуса, если у вас аналогичный статус был ранее. Либо у вас статуса конкретного нет, но есть эта сумма, то эта сумма вам пойдет в зачет, когда вы на нашей платформе этого статуса достигнете. И вам не нужно делать будет личные инвестиции. Что вам нужно будет делать, это выполнить в течение полугода, года, в зависимости от статуса, подтвердить вот это новое назначение тем оборотом, который должен пройти в течение этого периода. То есть либо полгода, либо год, в зависимости от того, какой статус вы получаете. Поэтому личная инвестиция, она засчитывается как ваши предыдущие результаты и показатели. Так, сохранятся ли текущие статусы, например, директор, если нижестоящие партнеры в структуре Micron Global также повысят свой статус? Да, у вас статус остается до тех пор, пока вы его не подтвердите в течение конкретного времени. То есть, если, например, вам дается год на ваш статус на подтверждение, и вы его не подтвердили, то тогда он у вас обнулится. А если вы его подтвердили, то, конечно, он у вас остается вне зависимости от того, э, вне зависимости от того, что происходит там под вами. Там есть маркетинговые уже особенности, связанные с выплатами комиссионных, но это уже другой вопрос, да. Так, хорошо. Будет ли Micron Global проводить обучающие марафоны, курсы для партнеров? Появятся ли инструменты презентации UST на разных языках? Да, конечно, все это будет, тем более я уже об этом сказал ранее. Обучение у нас будет в 21 июня, да, вот 21 июня, это будет воскресенье, это будет первый этап нашего обучения. Он будет в таком пилотном режиме, потом мы его скажем так, реорганизуем с точки зрения технической упаковки, и обучение у нас будет в обязательном порядке, оно будет бесплатное. Оплат за это делать не нужно. Так, сделайте маркетинг-план более доступным для слоев населения с низким доходом, чтобы они могли расти вместе с компанией. Ну, коллеги, у нас достаточно минимальный порог входа в наше то, чтобы в первую очередь стать инвестором в технологии UST, а второе для того, чтобы выполнить условия и работу. Поэтому сказать, что у нас какие-то завышенные цифры, ну там 50-100 долларов, это не большие суммы. Работать на мелких суммах 10 долларов или 5, ну точно мы не будем. И технология, в которую мы привлекаем инвестиции, сюда должны приходить люди, осознанно понимающие, куда они инвестируют и так далее и тому подобное. Но это, опять же, элементы уже там нашего корпоративного обучения, которое будет, но понижать порог входа мы точно не будем. Так, хорошо. Гарантии прав, юридические вопросы. Еще вот 3 пункта, и будем делать перерыв. Если Micron Global обанкротится или закроется, как будут гарантированы права собственности инвесторов на долю UST? У меня к вам вопрос, дорогие партнеры. А какое отношение платформа Micron Global имеет к долям UST в данном контексте? Вообще никакого. Давайте вернемся к истокам. Инвестор, который приходит
технологию UST, в холдинговую компанию GTI, он заключает договорные отношения с холдинговой компанией. Мы маркетинговая платформа, которая предоставляет онлайн-ресурс, онлайн-платформу для того, чтобы вы, как инвестор, соединились с этой холдинговой компанией. И в данном случае мы никаким образом не аккумулируем у себя ни единой суммы денег, мы у себя не аккумулируем, мы напрямую не получаем, давайте так, мы вообще не получаем от клиентов средства, от инвесторов. Эти деньги, они сразу, ваши инвестиции попадают на счета, которые подконтрольны группы компании GTI. Мы маркетинговая платформа. И за свою маркетинговую работу компания GTI выплачивает нам наши комиссионные, которые отражаются в нашем с вами маркетинг-плане. Все. Поэтому вне зависимости от того, да, в принципе, через какую платформу вы стали инвестором в технологии UST, вы им и остаетесь. Прямое тому подтверждение платформа Speak. Все инвесторы, которые пришли в свое время через эту платформу, платформа уже не работает достаточно много лет, и компания с ней не работает, но все договорные отношения и обязательства есть у группы компаний GTI с клиентами платформы Speak. Вот в контексте инвестиций в технологии UST. Поэтому, опять же, вот видите, коллеги, отсутствие нашего обучения, о котором я говорю, порождает такие вопросы. Далее. Передача по наследству. Как правильно составить завещание на детей, чтобы в будущем наследники могли получать дивиденды? Для этого вы идете к нотариусу в вашей стране и по законодательству вашей страны составляете завещание, и оно у вас лежит, условно говоря, до востребования, да, до наступления момента в наследство тех наследников, которых вы впишете. То есть это на стороне инвестора. Но для этого необходимо сделать простое действие. Пойти к нотариусу, взять выписку из реестра и на основании этого документа это завещание написать. Далее. Так. Как компания прокомментирует внесение? Ну, это мы комментировать не будем, потому что мы к этому никакого отношения не имеем. Так, имеют ли право резиденты Англии, граждане ЕС, инвестировать в платформу летом 2026 года? Ну, вы знаете, страны, с которыми мы не работаем, поэтому через эти страны мы и не принимаем ни регистрации, ни верификации и так далее. Все остальное, все остальные страны, с которыми мы сотрудничаем, по тем нормам и критериям, которым работает платформа, мы активную работу ведем. Так, доступна ли организационная структура холдинга? Да? Вот такой вопрос. Кто входит в наблюдательский совет холдинга GTI? Что касается холдинга GTI. Холдинг GTI есть доверенные лица и определенный топ-менеджмент от группы компаний, который взаимодействует с нашей платформой и учитывает интересы как инвесторов, так и самой группы компаний GTI при принятии каких-либо решений юридических, экономических, маркетинговых и так далее. Далее. Техническая поддержка, обратная связь. Инвесторы жалуются на игнорирование обращений по почте. Техсаппорт RSW Systems и служба поддержки Micron Global. Коллеги, что касается игнорирования либо прочего, этого не происходит. Если вы помните, я отдельно на это обращал внимание в предыдущих эфирах, и у нас на эту тему даже выходила новость, что касается работы службы поддержки. Сейчас мы понимаем, да, и мы говорили о том, что у нас большой наплыв заявок, как на одной платформе, так и на нашей обновленной платформе Micron Global. Служба поддержки старается оперативно, да, обрабатывать все заказы, не заказы, заявки. Но важно понимать, коллеги, что ни одна заявка, она не будет пройдена мимо, и нет никаких намерений на заявки наших инвесторов не отвечать. Есть просто определенный порядок очереди, который возник в связи с тем наплывом, который сейчас есть на нашу платформу. Ну, в хорошем смысле этого слова. Наплыв инвесторов, регистрации и так далее. Сейчас у нас внедрен
сервис, который помогает автоматизировать некоторые процессы, связанные с работой службы поддержки. Сейчас, в данный период времени, он отлаживается, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас уже вот такой проблемы не будет. Поэтому, коллеги, прошу еще раз отнестись к этому с пониманием. Так. Что делать инвесторам 14-16 года, если система не находит их электронную почту для входа, хотя на руках есть все бумажные сертификаты? Написать в службу поддержки и, соответственно, написать об этой проблеме. И она будет решена. Далее. Улучшение качества связи. Инвесторы из Вьетнама и Африки просят выделить региональных менеджеров и обеспечить качественную техподдержку на родных языках. Пользователи также предлагают добавить имена и фотографии операторам онлайн-чата для большей персонализации. Добавить именно фотографии операторам. То есть, окей, учтем это пожелание. Что касается региональных менеджеров, тоже учтем. По поводу языков мы расширяемся. Ну, соответственно, надеюсь, что многие из пожеланий, которые вот написаны, мы постараемся проанализировать и при необходимости внедрить. Ну и 8 пункт – это EcoFest и предложение. Значит, вопрос звучит так. Каковы условия участия в осеннем мероприятии EcoFest Беларуси? Будет ли компания оплачивать поездки лидерам при выполнении определенного плана продаж, как это было в 2024 году? Коллеги, условия участия и все, что связано с нашими маркетинговыми активностями, они будут объявлены в первой половине июня текущего года, то есть в ближайшие 10-15 дней все условия мы с вами узнаем, и я их озвучу. Как это будет, какая будет в этом смысле мотивация, бонусирование и прочее, пусть останется интригой. Окей? Далее. Визовая поддержка. Оказывает ли компания помощь в бронировании туров и оформлении виз в Беларусь? Да, такая поддержка будет, и она была всегда, когда на территории R&D-центров приезжали инвесторы либо в Эмираты, либо в Беларусь при необходимости и содействии виз и прочего приглашений, то компания в этом плане предоставляет содействие. Так, здесь тут есть одно предложение, окей, это предложение мы рассмотрим. Хорошо, коллеги, на этом, вот смотрите, как здорово, сейчас вот ровно час, практически даже 55 минут заняло у нас с вами время на то, чтобы я ответил на каждый вопрос, который был ранее написан нашими лидерами и активными партнерами. Благодарю, достаточно неплохие вопросы. Есть, конечно, да, вопросы, на которые вот я обратил внимание, что нам необходимо больше быть в контексте событий для того, чтобы этих вопросов не было, потому что вот буквально в течение месяца несколько раз об этом была информация. Хорошо. Коллеги, я тогда предлагаю сделать 10-минутный перерыв и, соответственно, дать возможность отдохнуть нашим переводчикам, потому что нелегко все-таки работать несколько часов, поэтому я думаю, что и каждому из вас, вот нас 854 человека было сейчас в данный период времени, давайте каждый может сейчас попить водички, кофе, отдохнуть, и через 10 минут через 10 минут мы продолжим. Окей? Все. Готовьте. Коллеги, я дам возможность 5-8 человек задать вопрос, чтобы мы вложились в тайминг. Хорошо? Может быть, посмотрим. В зависимости от вопросов, я имею в виду время, сколько на это уйдет. Поэтому готовьтесь, занимайте очередь. Я вижу, уже тут 4 руки висит поднятыми. Все, встречаемся через 10 минут. Перерыв. Ну что ж, я предлагаю продолжить наш сегодняшний эфир и готов предоставить микрофон нашим партнерам. Я хотел бы попросить проявить активность. Сейчас я вижу 1, 2,
3, 4, 5, 7 человек, которые готовы задать вопрос. 8. Вижу, что 2-3 языковых группы. Хотелось бы немного разбавить нашу географию по коммуникациям и с разных регионов услышать вопросы. Поэтому, коллеги, не стесняемся, пожалуйста. Никто никого осуждать не будет или еще что-то. Желательно, у меня просьба, чтобы вы задавали вопрос с видеоучастием, поскольку это, я думаю, будет намного приятней для каждого из нас, да, я имею в виду присутствующих на нашей встрече. Так, ну что ж, вижу, что география увеличилась. Есть у нас и Латинская Америка, есть Вьетнам, есть страны Азии, есть страны СНГ. Хорошо. Ну, давайте пойдем с запада на восток. Давайте Латинская Америка. Эльмер, я вам сейчас включу микрофон. Вы можете включиться, и я готов ответить на ваш вопрос. Эльмер, я вас вижу, все отлично, добрый день. Да, привет, привет. Всем приветствую из Колумбии. Максим, очень точечная у меня такая консультация. Когда у нас будет встреча по юридическим вопросам? Что я имею в виду? Две темы. Первая тема– это то, что мы до этого уже говорили, как бы нам рассказали бы всем инвесторам, какие у нас есть финансовые данные по аудиту 2025 года, чтобы люди понимали. И вторая тема со Skyward Community, чтобы все было более понятно, что это за появляются сообщения, чтобы люди немножко успокоились, потому что мы уверены, что все организовано хорошо и правильно, но, может быть, у нас вот будет такой юридический какой-то форум, там юридическая какая-то встреча, где нам объяснят все четко по пунктам. И, может быть, есть какая-то возможность встретиться а, то есть получить какой-то обратный отчет, сколько осталось долей до закрытия 5-го этапа. Да, то есть, может быть, вот есть возможность запустить этот обратный отсчет долей до закрытия 5-го этапа. Вот такие вопросы. Я просто себе записываю вопросы. Вот. Так, сейчас, секундочку. Окей. Эльмер, благодарю за ваши вопросы. Могу сейчас дать несколько комментариев. Первое. Что касается юридических и финансовых вопросов, это хорошая идея. Я достаточно давно тоже инициировал такую встречу со специалистом, да, в данной сфере, чтобы мы могли получить развернутые ответы там, юридического характера и так далее. Поэтому я думаю, что мы такую встречу сможем провести. Я пролоббирую вашу инициативу и мою в том числе, чтобы у нас была встреча с юристом по всем юридическим вопросам, да, которые могут быть, которые можно заранее подготовить. Что касается комментариев, да, по тем публикациям, которые были написаны на ресурсах платформы SWC. Здесь, коллеги, важно понимать, да, я вот давал комментарий по поводу того, точнее, давал комментарий на позапрошлом эфире своем, имею в виду до эфира с Анатолием Эдуардовичем, если не ошибаюсь, я вот как раз говорил о том, что давайте посмотрим просто на мотивы и цели. Цель какая?
Я глубоко убежден, что клиенты платформы SWC, они в первую очередь пришли на технологию Анатолия Эдуардовича Юницкого. И ну, для меня это аксиома. Если бы не было технологии UST, то клиентов бы у платформы SWC не было. Учитывая то, что сейчас платформа Micron Global выбрана как инструмент, через который группа компаний GTI будет взаимодействовать с инвесторами по первым выплатам вознаграждений, то, естественно, э, инвесторы в технологию UST, в группу компаний GTI, находящиеся на платформе SWC, они должны будут зарегистрироваться у нас на платформе. Поэтому сейчас SWC пытается просто-напросто дискредитировать такие действия для того, чтобы сохранить свою клиентскую базу и таким образом не, знаете как, ввести людей больше в какую-то панику, ажиотаж посеять и все, что с этим связано. Поэтому для меня это очевидные вещи, я это очень хорошо понимаю. Что касается юридической составляющей, то в ближайшее время на сайте компании GTI будет опубликовано комментарий на этот счет, да, что касается данных якобы заявлений, либо каких-то статей. Потому что, на мой взгляд, я понимаю все юридические моменты и работы с платформами от группы компании GTI, то есть я понимаю эти все вещи. А для меня эти статьи, которые там написаны, информационные статьи, это больше такой, знаете, рубрика «Заметки юриста». Да, вот давайте я сегодня на эту тему поговорю, прокомментирую и так далее. Поэтому я придерживаюсь мнения того, что мы все-таки являемся сотворцами истории, связанной с технологией струнного транспорта, а те, кто отошли в сторону, они сейчас находятся в позиции наблюдателей и комментаторов. Поэтому я призываю каждого из нас быть сотворцами истории, творить эту историю, а не комментировать ее. Это, наверное, будет правильным. Ну и что касается обратного отсчета по долям, это та инициатива, которую когда-то, Эльмир, да, я вам озвучивал на наших первых встречах, которые мы проводили с Латинской Америкой, вообще с нашими партнерами из этого региона. Я говорил о том, что мы на платформе Micron Global запустим обратный отсчет по долям, да, сколько долей осталось в холдинговой компании. И это будет, потому что сейчас будет, скажем так, давайте так правильно скажу, у нас всего есть 4 холдинга, сейчас у нас уже исчерпывается третий холдинг, и, соответственно, корректным будет как раз в четвертом холдинге, там находится около 100 миллиардов долей, и с этого холдинга у нас, скорее всего, и пойдет отсчет. Сейчас мы просто готовим юридическую составляющую по этому моменту, да, чтобы этот холдинг распаковать, назовем это так, на продажи, и это мы внедрим. Это будет на нашей платформе, поэтому не волнуйтесь, это сделаем. Мы работаем всего лишь второй месяц, коллеги. И уже многое вместе с вами сделали за этот промежуток времени. Поэтому всем вам за это спасибо. Благодарю, Эльмер. Благодарю. Хорошо, тогда давайте, да, я дам слово, вижу, Агата, либо Агаза. Извините, если неправильно прочитаю ваше имя. Я предоставил слово вам. Гата, я вам предоставил микрофон, можете говорить. Большое спасибо, Максим. Меня зовут Агата, я из ЮАР. Не знаю, может, я не на той площадке задаю этот вопрос. Мы очень... Мы пытались с моими нижестоящими справиться как-то с рассрочкой. У нас тут проблемы были. Она закончила рассрочку, но там все еще есть сумма, которая была открыта по ошибке.
новая рассрочка была открыта, вместо того, чтобы заплатить по старой рассрочке. Мы пытались попросить поддержку, чтобы они как-то взаимозачли, но пока вот вопрос не решен. Это мой единственный вот вопрос, который у меня был к вам. Может, я надеюсь, вы поняли, о чем я. Благодарю. Окей, Агата, спасибо. Это вопрос такой более персонализированный. Для того, чтобы мне корректно дать информацию или ответить вам на этот счет, мне нужен тикет заявки обращения в службу поддержки, и тогда я смогу вам дать обратную связь. Но у меня будет к вам просьба, вы напишите, пожалуйста, мне личное сообщение, я передам ваш запрос руководителю службы поддержки и попрошу его ускорить этот вопрос, связанный с оплатой и выбором пакета, да, рассрочку, чтобы более оперативно мы смогли отреагировать. Окей? Так, хорошо, спасибо. Коллеги, да, у меня просьба, не то что просьба, первая, кто говорит на русском языке, чтобы вы слышали перевод, вам нужно в настройках выбрать русский язык, и тогда вам будет идти перевод на русский. Все остальные партнеры и так говорят на своем языке, и у них идет в любом случае перевод на его родной язык. Поэтому это такой технический вам совет, да, чтобы вы сейчас не пропустили информацию. Ну и также тоже, да, просьба задавать вопросы не персонализированного характера, а вот больше того, что может касаться как можно большего количества клиентов нашей платформы. Окей, хорошо. Так, вопрос у Дмитрия. Вот вижу Дмитрий. Давайте вам слово. Сейчас. Так. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. У меня есть два коротких вопроса. Значит, первый вопрос. Когда-то мы обменивали доли GTI на SVG Токены. токены. Мгм. Да. Их нужно еще держать? На них есть какие-то надежды на эти токены? Или лучше их обменять и забыть? Это первый вопрос. И второй вопрос. Для того, чтобы зарегистрироваться на Micron Global, я должен предоставить ссылку на своего пригласителя. Но меня приглашал в 2014 году еще Андрей Хавратов. Как найти его, как взять эту ссылку, я не знаю. Может быть, можно как-то зарегистрироваться без вот этой ссылки. Вот это два вопроса, которые я хотел задать. Окей. Что касается токенов, Дмитрий, тут лично вам, конечно, принимать решение, оставлять в токенах, либо сделать обратный обмен. Если принимаете решение по обратному обмену, есть четкий алгоритм, уже отработанный у команды службы поддержки, пишите коллегам, они это все вам помогут, проведут вас, условно говоря, за руку, да, по этому процессу. Держать или нет, здесь уже вам принимать решение, потому что, честно скажу, я не в контексте того, что происходит с токенизацией, потому что у меня своя зона ответственности, свои достаточно большие объемы работ и так далее, поэтому я не могу вам здесь, это даже было бы некорректно, да, с моей стороны советовать, потому что это инвестиционные инструменты в том или ином виде, или так или иначе, поэтому здесь вам, Дмитрий, принимать решение самому. Хорошо, а можно где-то эту информацию посмотреть про токены или вообще нельзя нигде? Но есть же сайт svgt.io, если не ошибаюсь. Там ничего нет, я смотрел. Группа у них есть в Telegram, а все остальное я правда, ничего не могу сказать, потому что я не в курсе. Понял, хорошо. Что касается реферальной ссылки, у вас есть выбор из того количества наших активных партнеров, лидеров, выбрать, с кем вам работать и сотрудничать. Поэтому То есть я могу использовать ссылку кого-то другого? Да. Тот, кто уже зарегистрировался в Global. Ага, понял. Хорошо, спасибо большое. Я, коллеги, если можно еще добавлю один момент. Вы можете воспользоваться, зайти на наш сайт, там есть отзывы наших активных партнеров, которые в свое время попали на наш сайт, и можете посмотреть там, может вам кто-то приглянется. Как инструмент, это у нас тоже для всех открытая информация, так что
Спасибо. Киньте, пожалуйста, ссылку на этот сайт. Micron Global? Да. Ага. Ну, сейчас Дмитрий вам сбросит. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за Спасибо ваши большое. вопросы. Благодарю. Так, окей. Далее. Давайте мы дадим слово Ольга Вероника Саес. Всем добрый вечер. Я представляю Ольга. Доминикану, Латинскую Америку, Доминикану, Пуэрто-Рико, Венесуэлу и так далее. У нас на сегодняшний день очень большая проблема состоит с юридическими лицами. Большое количество инвесторов зашли именно как юридическое лицо, то есть у них были инвестиции и как физическое лицо, так и юридическое. Поэтому получилось, что большое количество долей разделилось, и на сегодняшний день от компании мы не можем принимать инвестиции. То есть хотелось бы, чтобы вы рассмотрели возможность решения этого вопроса. Так, Ольга, ну давайте по порядку. Первое, рад вас видеть. Да, мы с вами давно не общались. Второе, что касается юридических лиц. Мы, как платформа Micron Global, с юрлицами не работаем, не сотрудничаем, но у каждого юридического лица есть собственник, да, которому принадлежит это юрлицо. Возможно, можно рассмотреть вариант именно регистрации как физического лица и таким образом там продолжить активность. Что касается других партнеров из Доминиканы, я знаю, что есть проблема с тем, что сейчас в Доминикане есть или как-то не действуют международные документы, удостоверяющие личность. Нет, было не так. Дело в том, что... Ну вот что-то с этим связано. Я сейчас вам быстренько поясню, потому что большое количество людей зависло в воздухе. В Доминикане из-за выборов и переделки документов государство до 31 декабря 2027 года продлило срок всех недействительных, вышедших из срока действия документов. То есть удостоверение личности, несмотря что это 24 или 25 год, оно юридически действительно до 31 декабря 2027 года. Они не должны менять, и им не будут менять эти документы, потому что государство не в состоянии. Поэтому есть люди, у которых есть паспорта, они прикладывают паспорт плюс просроченное удостоверение личности. В этом случае, да, но многие из них не выезжали из страны, не выезжают и не собираются, соответственно, у них нет паспортов. Поэтому эти люди тоже не могут участвовать в инвестициях. Но, как мне сказали, вы решаете этот вопрос. Этот вопрос был решен, и мы спокойно его ждем. С этим проблем нет. Но смотрите, юридическое лицо, компания, они же выводили деньги и указывали на балансы компании, что они делают официальную инвестиции. Поэтому если даже в компании есть директор, давайте конкретно возьмем там вот Дэвис Брито и его компания, да, здесь он вносит как физическое лицо свои инвестиции, а другие инвестиции, они принадлежат по факту компании. То есть деньги-то берутся из фонда компании, то есть можно было бы предложить финансирование 10, 20, 30 тысяч, но это должно идти от компании. То есть расход средств должны показываться официально. Ну, смотрите, Ольга, тут этот момент, наверное, лучше обсудить в отдельном, Давайте, без проблем. в отдельном звонке. И Хорошо. я приглашу юриста нашего, да, и мы на эту тему с вами пообщаемся. Вы мои контакты Просто знаете. сейчас знаете еще какой вопрос, что мы же должны зарегистрировать всех, получается, что мы не можем их зарегистрировать, тогда как они будут получать выплаты денежные за те доли, которые они уже приобрели ранее? Вы имеете в виду... Не, что касается долей. Но там же есть электронная почта, и тогда просто по этой электронной почте собственник компании может как альтернатива дать свои данные, и мы тогда его сможем верифицировать. Поэтому, опять же, давайте это отложим на встречу с юристом, потому что там могут быть свои тонкости, либо варианты, как решить этот вопрос. Окей? Давайте. Хорошо, спасибо большое.
Окей, спасибо. Так, далее, значит, мы уже 5 человек сейчас подключили к нашей встрече. Давайте с Вьетнамом пообщаемся. Кванг Ан, если я правильно назвал имя. Im mời mình mà mình giờ mình không. Đây này, người ta mời cho mình phát biểu đây này. Alo. Добрый день. Добрый день, рад вас приветствовать. Xin chào anh, xin chào tất cả Добрый các день, anh chị em. Максим. Добрый день, все коллеги. Tôi muốn hỏi là У меня такой вопрос. cái số tôi muốn là bên quỹ á, là lên Я бы xem хотел, là cái чтобы số lượng mà проверить количество, tổng cái số lượng cổ phần общее bán ra là bao количество nhiêu долей, và которые cái số lượng уже còn lại проданы, bao nhiêu и tổng kết сколько theo остается еще. để Каждый cho месяц можно сделать tất cả такой công ty отчет, của chúng tôi чтобы biết мы được могли, số как còn lại là знать bao nhiêu или понять, сколько và остается в каждом месяц, каждый месяц. cái mà chúng tôi quan tâm là И то, что нас интересует, это những người mà đầu tư từ quỹ bên quỹ SWC инвесторы, mà которые участвовали в kiểu như là SWC, lớn tuổi rồi á, они уже пожилые, да, и как бы у них возраст такой, что у них удостоверение личности, у них нет там срока по закону Вьетнама, нет срока после 60 лет, да, или у них нет срока, то как понять, как их заполнить, во-первых, и во-вторых, и те, кто уже, ну как, уже нет в жизни, как потом сделать в таком случае? Как вы могли бы нам помочь в таких случаях, чтобы передать по наследству их детям или, ну, как наследникам? Спасибо. Окей. Первое. По первому вопросу. Что касается информации по поводу отображения долей, да, реализованных. Как я ранее сказал, у нас вот буквально наш первый партнер, да, Эльмер задавал этот вопрос, у нас будет внедрена информация в личном кабинете, будет обратный отсчет количества долей. Вот, условно говоря, вот мы берем, что там 100 миллиардов там в четвертом холдинге, и вот проходит месяц, мы увидели, что за этот месяц нам отписалось 500 миллионов долей. Соответственно, это все будет в реальном времени происходить, и вы будете открыто видеть, сколько долей осталось у группы компаний GTI. То есть мы это внедрим в нашем личном кабинете, будет синхронизация происходить с внутренним реестром холдинговой компании, и это все будет у нас с вами в прозрачном виде. Что касается удостоверения личности, я так понимаю, что вопрос имеет отношение к верификации. То есть некоторые, ну, партнеры, да, из Вьетнама не могут пройти верификацию, потому что нет графы, давайте не так, потому что, ну, документ бессрочный, то есть он до конца жизни у человека, и даты, когда срок действия документа заканчивается, ее нет. Этот вопрос мы решим функционально через наш личный кабинет. Я себе это зафиксировал, поэтому в ближайшее время этот вопрос решим. И что касается наследства. Как я сегодня во время встречи тоже говорил, вы идете к нотариусу в вашей стране. Ну, я думаю, что этим тоже занимаются именно во Вьетнаме нотариусы. Вы пишете по образцу, по закону, как есть во Вьетнаме, наследство, и указываете наследников.
И для этого вам необходимы документы, ну, насколько я понимаю, в каждой стране они идентичны, требования. Это документы, удостоверяющие личность, и документы на актив, либо право собственности, то, что вы хотите передать по наследству. В данном случае это выписка из реестра акционеров группы компании GTI. То есть выписка у вас есть в личном кабинете, вы ее распечатываете, и с этим документом идете к нотариусу. И там пишете этот документ, в данном случае наследство. То есть проблемы в этом нет никакой. Я ответил на ваш вопрос? Dạ rồi ạ, xin cảm ơn ạ. Да, спасибо, я получил свой ответ. Спасибо. Отлично, благодарю вас. Так, далее. Это у нас 6 партнеров получили ответ в прямом эфире. Далее, Санды Экбаду. Пожалуйста, предоставляю вам микрофон. У вас висит рука. Добрый день, Максим, добрый день, все присутствующие. Приветствую вас. У меня есть вопросы. Это вопросы от некоторых из моих партнеров. И у меня есть и некоторые предложения. Я их в письменной форме задавал, перевел предварительно на русский язык. Я вот не знаю, может, я мог бы в чате их написать, чтобы получить какой-нибудь, наверное, письменный ответ на них. Вместо того, чтобы задавать вот устно каждый из вопросов, может, я бы смог их в чате написать, если бы его открыли. Да, конечно, можно сделать так. Чат вы имеете в виду здесь в Zoom или в личные сообщения? Да, чат в зуме. Вот сейчас прямо я мог бы их там скопировать и вставить. А вы бы ответили на них. Давайте так, но просьба, переведите их сразу на русский язык, хорошо? Через переводчик. Вот, вижу. Окей. Так, смогут... давайте... Окей, тогда Да, вот... я предварительно перевел, вот видите. Давайте сразу сейчас отвечу. Тут 5 вопросов от нашего партнера Санды из Нигерии. Но я так понимаю, это партнеры не только от вас, а еще и от ваших партнеров, наших инвесторов, да, в технологию UST. Да, конечно. Да. Окей, хорошо. Когда юридические лица смогут зарегистрироваться на платформе Micron Global, чтобы получить свои вознаграждения, учитывая, что некоторые юридические лица инвестировали через платформы RSW и SVC? Первое, коллеги. Через RSW я не помню, чтобы у нас были регистрации за предыдущие 6 лет. У нас юридических лиц не было зарегистрировано. На платформе SWC, как показывает практика, и вопрос от Ольги был тоже связан с юридическими лицами, они были. Но здесь важно понимать, коллеги, что для нас, для маркетинговой платформы, юридические лица, они не являются нашей целевой аудиторией. Это первое. Второе, целевая аудитория, я думаю, вы понимаете. Мы занимаемся маркетингом, где у нас применяется многоуровневая программа, и нам важна система дубликации и повторений в нашем бизнесе. И работать с юрлицами, во-первых, не каждый сможет, и юрлицо не зарегистрирует дальше юрлицо и так далее. Поэтому для нас это не целевая аудитория. Это целевая аудитория больше группы компаний GTI, как партнеров, инвесторов и так далее. Поэтому мы, как платформа Micron Global, мы не делаем фокус внимания именно на этой категории инвесторов, да. Но даже в силу юридических причин мы не можем сейчас работать с юридическими лицами и
взаимодействовать с ними. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, у нас пока такого взаимодействия с юрлицами не предвидится. Что касается выплат вознаграждений, то вот как раз мы с юристами обсудим вопрос по выплаты вознаграждений тем, которые ранее были, пришедшие через платформу SWC. Этот вопрос, в любом случае будет решен. Так. Вот второй вопрос, он как раз исключает уже, потому что он исключается, потому что мы не сможем работать, да, с юрлицами в ближайшее время, мы не планируем. Так, как наследники умершего инвестора могут получить вознаграждение, начисленные их родителям, которые инвестировали, но умерли, да, к сожалению. Да, такая категория тоже у нас есть. Для этого необходимо будет предоставить документы в службу поддержки, которые подтверждают, что наследники вступили в наследство, и тогда они пройдут процедуру верификации и смогут получить доступ к аккаунту для того, чтобы воспользоваться вознаграждениями. Далее. Как человек, уже получивший статус эксперта в SWC до начала нового этапа, я хотел бы узнать, с кем мне следует связаться по поводу встреч, тренингов для руководителей. Вам нужно будет с Sunday связаться со мной, и мы с вами пообщаемся. Я с удовольствием вас введу в курс дела и спланируем вашу работу. Так же, как мы это делали со всеми нашими лидерами, топ-лидерами нашей платформы. Так, будут ли все инвесторы, которые инвестируют в период с настоящего момента до сентября, участвовать в будущих вознаграждениях? Да, потому что вознаграждения будут начисляться на отписанные доли, на доли имеется в виду, которые на инвесторов, которые внесены в реестр, да, до момента начала выплат вознаграждений. Поэтому почему я и говорю, коллеги, что у нас сейчас с вами в руках очень сильный, серьезный инструмент в виде нашего инвестиционного предложения. Да? То есть речь идет о том, что сейчас у новых инвесторов очень большие привилегии. Они приходят в технологию сейчас, и в ближайшее время уже могут получить первый свой результат. Хорошо. Мои контактные данные есть в службе поддержки, и, соответственно, вы можете в службу поддержки на сайте написать, и вас перенаправят на меня. Хорошо? Все. Благодарю вас, Сандей, за вопрос и жду вас в личных сообщениях. Хорошо, благодарю. Так, далее, друзья, еще 2 человека, и будем сегодня заканчивать. Давайте, Любовь молодых, пожалуйста, вам слово. И потом, Камал, приготовьтесь вы, и на этом мы закончим наш эфир. Так, алло, меня слышно? Да, Любовь, добрый вечер. Да, все, добрый вечер. Максим, добрый вечер. Во-первых, я хочу тебя поблагодарить за твой профессионализм, за то, что ты очень грамотно и профессионально ведешь вебинары на доступном и Спасибо. понятном языке для инвестора, без воды, и респект тебе. У меня 2 вопроса. Первый вопрос – это по дисконту 600%. Каким образом он за нами сохранится в связи с теми условиями, которые у нас сейчас сложились, да, то есть те страны, которые попали под блокировку. И это не наша вина, что мы не можем сейчас инвестировать. И вот в связи с этой перетрубацией, да, с капиталом, когда эти дисконты возобновятся? Потому что у меня тоже есть и я сама, и у меня инвесторы есть, у которых дисконты эти есть, и не хотелось бы их терять. Окей, вопрос услышал. И, Давайте сразу отвечу на это. и второй вопрос. Сейчас я уже Давайте. 2 вопроса дам, Хорошо. да. Второй вопрос, он уже больше будет касаться, наверное, не тебя, а чтобы ты передал это Анатолию Эдуардовичу. Это по поводу инвестиций через Capital в адресный проект uTerra. Потому что у нас там получается, кроме того, что мы там приобрели лоты, никаких документов, ни сертификатов нет, что мы являемся совладельцами этого адресного проекта.
И теперь в связи, опять-таки, с сложившимися условиями, куда нам будут приходить эти вознаграждения? Потому что там служба поддержки на эти вопросы не отвечает. То есть сейчас она вообще там не отвечает ни на какие вопросы. То есть, а это Окей. очень серьезный вопрос. То есть при возможности ты задай этот вопрос Анатолию Эдуардовичу, потому что людей там много участвовало в адресном проекте uTerra. И сейчас эти вопросы все задают тоже. То есть, прояснить, надо его прояснить. Хорошо. Какие Давайте документы у тогда. нас? Да. Вот, Благодарю. ну, а теперь по дисконту 600%, да. По дисконту 600. Дисконты у кого закреплены, да, либо на платформе RSW, либо на других платформах, с которыми компания работала, эти дисконты будут перенесены в ручном режиме по заявке каждого инвестора. То есть вы делаете скрин, подтверждение того, что у вас на той платформе был данный дисконт, то, что он у вас активен, предоставляете в заявке эту информацию, и в ручном режиме этот дисконт за вами будет закреплен до завершения финансирования корневой компании, ну, группы компаний GTI. Ну, я такое заявление написала. Ответ пришли, что в список включили. Ну вот когда теперь мы его увидим? Потому что сейчас мы ни картами не можем оплатить, не все у нас в связи с этими VPN-ами, у кого-то получается зайти, у кого-то не получается. Не все разбираются с криптой, да, то есть, ну, сейчас, сам понимаешь, да, такое условие, что было бы проще через карты это все делать. Но сам понимаешь, что сейчас эти вопросы находятся пока в стадии разработки, ну, восстановления. И понятно, что дисконт этот еще, его, видно, не включили. А сроки-то идут, там же 90 дней только дается. Не волнуйтесь, смотрите, если по причине, скажем так, платформы, ну, в данном случае там RSW, да, либо вы не смогли это сделать там в СВЦ, и из-за этого не произошла оплата с вашей стороны, здесь мы будем максимально лояльны и ни в коем случае отказывать не будем. Вот, поэтому вы правильно сказали, что технически просто это еще не внедрено. Если вы уже написали эту заявку, то она просто находится вот в нашем том общем списке инвесторов, которым этот дисконт положен. Вот. Что касается проекта uTerra, вот очень странно, да, что бывшие партнеры группы компаний GTI не отвечают на вопросы, которые связаны с этим. Вот лучше бы они так, я думаю, коммуницировали с инвесторами, чем писали юридические заметки у себя на сайте. Вот. Но я обязательно эту информацию передам, о которой вы сейчас озвучили, и я знаю, что это, ну, обращение имеет достаточно массовый характер, и обратная связь в любом случае будет от компании, которая в данном случае является, скажем так, ну, ответной, да, за это направление. Да. И единственное, что я хотел бы отдельно сказать, насколько я понимаю, вот инвесторы, которые инвестировали в технологию, давайте так, в бизнес, связанный с торговой маркой uTerra, они инвестировали через юридическое лицо, либо юридическое лицо, где владельцами является владельцы платформы SWC, вот они брали на себя определенные обязательства скажем так, определенные обязательства по отношению к инвесторам. И сейчас это же юрлицо или эта группа лиц, они не дают никакой в этом смысле обратной связи. Ну вот, насколько я это вижу, выглядит юридически именно так. Но здесь правильно было бы, чтобы они эту связь обратную дали, и взаимодействие они вели с инвесторами, и так де юре было бы правильно. Но в любом случае я уверен, что ни один, скажем так, инвестор, да, который в первую очередь пришел на имя Анатолия Эдуардовича, он не будет оставлен в этом плане в стороне. Поэтому я эту информацию передам, и точно могу сказать, что вопрос взаимодействия и коммуникации, он тоже будет, ну, решен. Ну да, потому что людей там много участвовало, а у нас, получается, там, кроме квитанции, что мы приобрели лоты,
Никакого ни сертификата нет, ничего. Может быть, его действительно тоже перенести тогда на платформу Micron Global, потому что тогда с той платформы уже вообще непонятно, что будет в будущем. И будет ли она существовать, и как она себя поведет. Окей, окей. Хорошо, хорошо. Любовь, Ну все, благодарю Максим, вас. спасибо Да, тебе спасибо большое. вам. Все, успехов. Спасибо. Взаимно. Всего хорошего. Ну, Так, я рада говорил... видеть. Спасибо, спасибо взаимно. Камал, даю слово вам. सर नमस्कार मैक्सिम गुड इवनिंग Да, Добрый добрый вечер, вечер. Максим. सर मेरा क्वेश्चन ये है जैसे हेलो सर आवाज आ रही है मेरी सर हेलो Да-да, я вас слышу. И- हाँ सर मैं कह रहा था हमारा एक प्रॉब्लम था कि एक्चुअली जो 700 हमारा एक रिब्रांडिंग पैकेज चल रहा था ना उसमें क्या हुआ कि एक तो हमने इंस्टॉलमेंट पूरी कर दी बट उसमें एक जब दूसरा इंस्टॉलमेंट का मतलब एक्टिव करने का था तो उसमें पैसे का थोड़ा मनी प्रॉब्लम आ रहा है सर तो उसको एक्टिव एक्चुअली रेगुलर नहीं कर पा रहे हम तो उसका सर थोड़ा सोल्यूशन हो सकता है कि क्योंकि अब ये युद्ध का चल रहा है ना क्राइसिस चल रहा है तो कंपनी भी कुछ मैक्सिमम बंद हो चुकी हैं तो मनी का Мы प्रॉब्लम не चल रहा है могли... Сейчас я तो попрошу मैं कह его. रहा था कि कुछ इसको एक्टिव У нас тут были незаконченные рассрочки из-за войн, из-за геополитических ситуаций. Можем ли мы как-то попросить продления рассрочек, потому что вот из-за геополитической ситуации и таких факторов вне нашего контроля мы не могли вовремя погасить рассрочки? У вас вопрос, Камал, заключается в том, можно ли сделать платежи позже, да, в силу вот внешних обстоятельств. Правильно я понимаю? Камал? बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है У нас просто через язык идет перевод, поэтому простите за Понял. задержку. Да, именно это я имел в виду. Хорошо, Камал. Из Я какой? это себе зафиксирую, и, возможно, мы просто добавим там дополнительное время для оплаты в целом в нашем функционале, который есть. Так, сейчас, секундочку. हाँ सर एक्चुअली होता क्या है कि एक एक्टिव हो गया है 700 पैकेज का एक किस्त हमारी पूरी कर दी है पर दूसरा पैकेज का था उसमें यदि एक्टिव एक मंथ के अंदर करना है तो Вы थोड़ा हमारी понимаете, मनी प्रॉब्लम चल रहा था तो कैसे करेंगे इसको एक्टिव तो ये थोड़ा उसको डिले करें мы या फिर одну уже हमारे पैकेज के просрочку закончили, пакет там за 700, и сейчас мы переходим уже вот ко второму пакету, циклу, и нам надо такой льготный период, думаю, месяца 3. И я думаю, это будет в интересах как вот инвесторов, так и компании, чтобы люди смогли продолжить. Камал, вы из Индии, да? Насколько я понял по языку, ну, по акценту. या इंडिया इंडिया Да, из Индии. Окей, хорошо, хорошо, Камал, я это зафиксировал. Спасибо, спасибо, благодарю. Коллеги, я что хотел бы еще сказать. Есть такая неприятная ситуация лично для меня, сейчас озвучу. И потом еще один вопрос, и будем заканчивать. Вот мне буквально сейчас, во время эфира, коллеги сбросили информацию, что есть в Telegram мошенники, которые представляются моим именем и якобы помогают делать переводы там, в адрес компании и так далее. Коллеги, мой аккаунт, с моего аккаунта никто этого не пишет, ни я, ни ассистенты и так далее. То есть там, где вы видите Максим Isyp, это не я, это первое. Второе, на моем аккаунте есть моя личная фотография и нет других каких-то ну, там, логотипов и прочее. Но фотографию, конечно же, тоже можно своровать в интернете и так далее.
Поэтому самое важное, чтобы вы понимали, я не помогаю проводить никакие операции, какие-то процессы, связанные с платежами. Я никому не пишу первый, я никому не предлагаю какие-то услуги с этим связанные, с оплатами и чем-то либо. Поэтому для себя это зафиксируйте, передайте партнерам в своей партнерской сети, чтобы ни на какие запросы подобного плана не реагировали и ни в коем случае не предпринимали никаких действий. Поэтому будьте внимательны, бдительны и не становитесь жертвами мошенников, которые на регулярной основе используют публичных лиц для того, чтобы совершать свои мошеннические действия. Хорошо, друзья. И давайте еще вот у нас это, наверное, я не знаю, какой-то арабский язык, может, азербайджанский, либо грузинский. Ну, вот, скорее всего, грузинский. Наверное, грузинский язык. Я просто не могу прочитать. Даю вам слово и заканчиваем встречу. Последний вопрос на сегодня. Турция. Нет, из Грузии. Нет? Грузия все-таки. Окей. Да, Грузия. Извиняюсь, что я буду на грузинском задавать вопрос, да? У нас нет грузинского перевода. Нам желательно, насколько вам возможно, удобно на русском, пожалуйста. Грузинского перевода пока. Ну ладно, тогда я буду, может, ошибки будут, но ничего, да? Значит, мне интересуется вот такой вопрос. Вот у меня есть партнеры, которые зарегистрировались на Micron Global, и они хотят купить пакеты. Но финансовые транзакции, как должны это, вот это очень проблема у нас. Хотим те пути узнать, как выплатить или оплатить этот пакет. И второй, надеюсь, я что хотела сказала, то понятно, да. Извиняюсь, что не так получается. И потом второй вопрос по наследству. Может, вы задавали, может, были вопросы, и вы ответили на это, но я извиняюсь, потому что интернет не дал мне возможность, чтобы сначала послушать вас. Второй вопрос. По наследству. Как должен мой инвестор, в моем группе есть, по наследству дать себя те акции, которые она купила на мать, и на имя на матери. Извиняюсь на мой русский. Надеюсь, что я сказала то, что я хотела с вами задавать вопросы. Благодарю. Благодарю вас. Единственное, что по платежам я не совсем понял, если честно. Я понял, что есть проблема в платежах, а какая, я не совсем понял. По наследству, как я говорил, для того, чтобы первое, да, есть несколько ситуаций, когда инвестор хочет написать наследство на наследников, он берет выписку из реестра и идет к нотариусу для оформления этого документа, пишет, оформляет наследство, завещание, да, в данном случае, и документ оформлен. Что касается второго случая, когда инвестора уже не стало, он ушел из жизни, и есть наследники, и компания планирует делать выплаты вознаграждений. Соответственно, наследникам необходимо зарегистрироваться на платформе и пройти верификацию. Для этого необходимо, чтобы у наследников уже на руках был документ о вступлении в наследование, да, по тем или иным активам. В данном случае, вот, что человеку перешло во владение доли группы компании GTI. И он с этими документами тогда регистрируется у нас на платформе, и, соответственно, у него будет доступ к выплате вознаграждений.
А что касается выплат, возможно, обратитесь тогда в службу поддержки, и вам коллеги, наши сотрудники смогут дать информацию, ну, что касается оплат, точнее, да, по рассрочкам, которые вы спрашивали. Потому что я не понял. Либо давайте повторите, либо вот обратитесь через наших сотрудников, моих коллег. Значит, мне интересно, как покупать пакеты? Вот денежные операции, как сделать? А что Как вы имеете в виду, как сделать? Не понимаю. деньги как оплатить? Оплата происходит двумя способами. Вы выбираете либо оплату криптовалютой, либо выбираете карточные платежи система PayPal. PayPal. В данный период времени мы работаем через эти инструменты. А можно какой-то видеоинструкция, чтобы вот этот перевод денег хотя бы маленький, ну так, чтобы видеть нам. А вот у нас нет практик выплат по этой способу, и потому спрашиваем. Я понял, то есть вы имеете в виду инструкцию по платежным инструментам, которые у нас есть на сайте. Да, Мгм. ну, наша главная цель, как оплатить, чтобы покупать новые пакеты. Я вас понял, я вас понял. Ну, окей, мы это зафиксируем. Вот как раз у нас всегда на встречах присутствует руководитель нашего медийного отдела Дмитрий Слюсар. Дмитрий это возьмет себе на заметку и, наверное, сразу же в работу для того, чтобы максимально облегчить задачи для наших инвесторов по оплате своих пакетов. Спасибо огромное, благодарю вас. Спасибо вам. Хорошо, дорогие коллеги, мы прекрасно с вами сегодня отработали целых 2 часа в эфире. Мы с вами ответили на много вопросов было задано. Я вижу, что еще 15 рук висит поднятыми, ну, 13 уже, да, коллеги. Ну, у нас время не безлимитно, не безгранично, поэтому к сожалению, не смогу дальше передать слово. Вы сможете дальше вопросы задавать уже на следующих эфирах. И также хочу зафиксировать в конце нашей встречи, что нас было все время 800 человек. Да, вот сейчас у нас уже начался спад под конец, а так мы были 800 плюс, и это очень хорошо. Даже во второй части мы тоже держали эту планку. Это говорит о том, что среди нас присутствуют на этой встрече только осознанные наши инвесторы и те, кто действительно в хорошем смысле болеет за наше общее дело. И еще, коллеги, в конце встречи хочу сказать, что такой формат у нас будет проходить ежемесячно, где мы 2 часа будем выделять на формат вопросов и ответов для того, чтобы вы были всегда в информационном поле, которое есть на нашей платформе. Эти встречи я буду всегда проводить с вами как руководитель платформы и иметь с вами вот такую прямую обратную связь. И также, я думаю, вот этот формат, он очень хорошо ложится на результативность, потому что действительно мы вначале обсуждаем вопросы, которые вы заранее подготовили, я на них отвечаю, потом делаем перерыв, и вот так вот в живом общении вот очень мне, допустим, очень сильно понравилось сегодня вот такой формат нашего взаимодействия. Кому тоже понравилось, поставьте плюсики в чате и дайте реакции, накидайте огней, сердечек и того, что вы чувствуете в данный период времени. Спасибо, спасибо вам, коллеги, за обратную связь, за то, что вы вместе с нами. Впереди нас ждет много положительных событий в этом году, этим летом 2026 года. Впереди встреча с Анатолием Эдуардовичем в начале июня. И впереди у нас с вами большое мероприятие, EcoFestival, где мы вместе с вами увидимся и увидим промежуточные результаты, которые есть у группы компаний GTI. Благодарю за вашу обратную связь, за ваши сердца, плюсы, вашу реакцию и за то, что вы есть.
Коллеги, всем прекраснейшего воскресного вечера. Мы с вами увидимся в этот четверг, как всегда, в 18:00 по минскому времени. И у нас будет с вами начало месяца, новая информация, новые задачи, цели, планы. Вместе с вами поработаем, как всегда, по стандартному графику. Всем прекрасного вечера и до встречи через 4 дня. Пока-пока.